Глава 386. Союз с цветочными феями. Зачем ему сотрудничать с цветочными феями? На самом деле, оставив в стороне его личные чувства, цветочные феи все еще стоили затрат. Это была выдающаяся раса поддержки. Лечение, поиск сокровищ, выращивание растений, помощь в совершенствовании, помощь в сражениях и различные другие функции. Они были помощниками от природы, цветочные феи были очень чисты, поэтому с ними можно совсем не переживать о предательстве. Более того, однажды завоевав доверие и поддержку цветочных фей, они никогда не пожалеют усилий, чтобы помочь. Из-за своих созданных природой тел цветочные феи очень подходили для построения духовного мира и духовной сети. Духовное пространство не было чем-то, что мог создать каждый. Каждое духовное пространство было похоже на открытие нового мира, поэтому, в том числе и правила работы, должны были быть созданы самим Создателем. Если законы духовного пространства были противоречивыми или нестабильными, духовное пространство не сможет продолжить существовать и будет разрушено. У Чутяня временно не было компетентных работников для этого проекта. Так же, как пространственному инженеру нужны врожденные пространственные силы, так и духовному инженеру нужны врожденные духовные силы. Велика вероятность, что через несколько десятков тысяч лет работа духовного инженера могла бы сравниться с работой алхимиков и мастеров символов, даже будучи немного более популярной. Это было потому, что было много людей, которые могли бы стать алхимиками или мастерами символов, но не так много тех, которые могли бы стать духовными инженерами. В конце концов, обладать врожденной духовной силой было очень редким явлением, так что работа духовного инженера была очень ценной. Спрос на духовных инженеров также был очень велик. Это произошло потому, что для создания духовного пространства, которое не разрушилось бы даже при наличии нескольких сотен миллионов человек внутри, потребовалось бы строительство и содержание духовного инженера. Конечно, Чутянь еще даже не сделал компьютер изначальной энергии. Без компьютерной способности вычислять духовные параметры невозможно было создать духовный мир, который смог бы вместить в себя страну или расу. Однако, если бы у него были соответствующие талантливые люди, он все равно мог бы сделать небольшое пространство без каких-либо проблем. Чутянь обладал базовыми знаниями о духовных сферах, а природные познания законов цветочных фей превосходили знания других форм жизни, плюс они обладали врожденными способностями восприятия духовной энергии. Цветочные феи, несомненно, были очень хорошим выбором. Это был также большой шанс для цветочных фей. Ни одна раса в этом мире не могла быть пристрастной. Лес хаоса следовал принципу темного леса, но как насчет континента? У разных племен разные личности, разные убеждения и разная этика. Эта разница была источником противоречий, и война всегда неизбежна. Слабые всегда будут порабощены сильными. Цветочные феи не имели боевой силы, но они были очень ценными. Если бы люди, духовные звери или какие-либо другие расы обнаружили их, результат был бы катастрофическим. Эльфы уменьшались, и они теряли способность позаботиться даже о себе, поэтому на их защиту нельзя было полагаться. Цветочные феи могли выжить, только рассчитывая на себя. Если бы они работали с комитетом чудотворной торговли, получив передовые духовные технологии, цветочные феи смогли бы создать революцию на континенте. Это дало бы им право вести переговоры с другими странами и обеспечило бы более прочную основу для их расы, чтобы выжить в будущем. Чутянь медленно уговаривал цветочных фей. Можем ли мы создать больше духовных пространств? Можем ли мы напрямую создать иллюзорный мир и позволить людям разных рас и разных статусов жить вместе? Цветочным феям было все равно, у них не было чувства кризиса, и они не заботились о материальном комфорте. Только духовные и художественные вещи привлекут любовь и похвалу цветочных фей. Чутянь в нескольких словах обрисовал идеальный план, который сделал цветочных фей очень возбужденными и с нетерпением ожидающими. Цветочные феи были расой, которую трудно было расположить к себе. Это было не потому, что их личности были плохими, а потому, что их личности были слишком хорошими, поэтому было трудно склонить их на свою сторону. Почему в мире началась война? Почему в мире произошли сражения? Почему в мире появились грабители? Это было результатом человеческих желаний, точно так же, как то, что Чутянь сказал Кинарию. Выгоды приведут к сражениям, жадность — к бандитам, информация — к желаниям, а насилие — к убийствам. Цветочные феи были исключением. Они родились между небом и землей, поглощая энергию, чтобы жить. Они не стареют, не болеют и не имеют желаний. Они были счастливы по своей природе, поэтому их было очень легко удовлетворить. Их нелегко переместить, потому что их нелегко убедить деньгами, материалами или любовью. У людей был только один способ контролировать цветочных фей, и это было лекарство, снижающее интеллект. Если добавить метод принудительного контроля, цветочные феи станут неспособными мыслить и превратятся в марионетки, контролируемыми людьми. Чутянь был не настолько глуп, чтобы упустить большие перспективы этой технологии. Какова была коммерческая ценность цветочных фей?
Раса, которая не нуждалась в еде, размножении или культивировании, как можно было не заработать на них прибыль? Какой смысл, если они изменят историю цветочных фей? Какое историческое значение имела раса, которая не имела страны, не старела и не болела? Но Чутянь всегда верил в одно высказывание. Для живых существ было невозможно не иметь желаний. Это не ложь, что цветочные феи не стареют, но цветочные феи зависели от их окружающей среды. Если бы условия их жизни были разрушены, у цветочных фей не было бы способа выжить. Например, жители континента строили дома для укрытий, строили великолепные дворцы по собственному желанию и создавали плодородные сельскохозяйственные угодья, уничтожая большое количество леса, охотясь на животных и загрязняя окружающую среду. Лес хаоса был очень большим. Но лес был в центре нескольких крупных империй. Кто мог гарантировать, что через несколько тысячелетий лес хаоса все еще будет в своем первоначальном состоянии? Итак, им нужно было развивать духовные технологии. Если бы люди были богаты в духовном мире, это уменьшило бы их желание в реальном мире. Разве людям не нравилось разрушать вещи? Они могут просто уничтожить вещи в духовном пространстве. Разве людям не нравилось строить дворцы? Они могли бы построить их в духовном пространстве, этот виртуальный мир не будет загрязнен, что бы ни происходило. Идеи Чутяня были очень разумными для цветочных фей. Они заботились только о своей родине. Так что, как только духовные технологии будут популяризированы, у людей будет меньше войн, и они будут меньше загрязнять окружающую среду, цветочные феи смотрели на Чутяня глазами, полными поклонения. Мудрый, умный, добрый и дальновидный, цветочным феям действительно повезло иметь такого друга. Цветочные феи были полны веры и поклонения Чутяню. Добавив любовь к духовным технологиям, а также взгляд Чутяня на защиту окружающей среды, цветочные феи наконец приняли важное решение. Они хотели присоединиться к комитету чудотворной торговли. Они хотели создать век духовных технологий. Чутянь сидел на земле, болтая с цветочными феями, и они становились еще более взволнованными. Раньше они жили обычной жизнью, собирая росу и нектар каждый день, убирая сад, когда у них было время. У них никогда не было цели раньше. Теперь все было иначе. Цветочные феи хотели изучать духовные технологии у Чутяня. Они хотели использовать кристаллы в затерянном лесу, чтобы создать еще более интересные духовные пространства. Все было решено, был еще один союзник, на которого можно было бы положиться. Чутянь мог быть очень горд, это был еще один огромный шаг с его стороны. Когда все обсуждали этот вопрос, в небе над садом появилось большое количество ястребов. У каждого ястреба был эльф с луком на нем, а за ними шел могучий драконий ястреб. Это эльфы. Это плохо, они должны быть здесь, чтобы захватить Чутяня. Цветочные феи уже полностью верили, что Чутянь неплохой человек. Может ли такой мудрый человек, который так заботится о защите леса, быть плохим человеком? А Ледис спрыгнула со спины ястреба-дракона и приземлился перед Чутянем. С холодным лицом она сказала: «Возвращайся в племя. Эльфийский суд огласит свое решение». Кого ты пытаешься провести? Кто не знает, что вы, эльфы, здесь, чтобы просить помощи у меня сейчас, Чутяню не нужно было догадываться, чтобы знать. Эльфы уже поняли последствия своих действий, поэтому они просили Чутяня вернуться сейчас. Только Ледис была холодной по натуре, и, добавив ее суровое лицо, она могла показать только эту суровую внешность. Нужно признавать свои ошибки. Что это за внешний вид? Чутянь был очень недоволен, поэтому он внезапно придумал идею, сказав: «Вы, эльфы, все суетливы, разве вы не хотите просто казнить меня? С таким же успехом можно закончить здесь все одной стрелой, зачем так много говорить?» Брови Алидис подпрыгнули. «Стоп!» — кричали цветочные феи. Чутянь уже хороший друг цветочных фей, и мы сотрудничаем с ним. Он хороший человек, и если эльфы хотят причинить ему вред без причины, мы определенно не позволим. Верно. Эльфы должны вернуться. Чутянь не пойдет с вами. Цветочные феи окружили Чутяня, используя свои маленькие тела, чтобы блокировать его, как будто они умрут, чтобы защитить его. Алидис была немного ошеломлена. Он так быстро завоевал доверие цветочных фей. Как человек может сделать нечто подобное? Сотрудничество с цветочными феями. Этих слов было достаточно, чтобы удивить эльфов. Цветочные феи были удивительной расой, но в итоге у них не было боевой силы. Также у них было небольшое население, только с небольшой группой, существующей во всем лесу. Почему человек сотрудничал с цветочными феями? Цветочные феи были в стороне и заботились только о мире, как они были перемещены на его сторону. Цветочные феи создадут мир с помощью комитета чудотворной торговли, изменив жизнь людей на континенте, сократив количество войн и защитив наш лес. Цветочные феи решительно говорили: эльфы не должны делать больше неправильных вещей. Чутянь — это дар, посланный богом леса, он посланник мира,
он определенно неплохой человек. Эльфы должны уйти. Эльфы должны уйти. Цветочные феи бросились выгонять эльфов. Цветочные феи были слабы, но эльфы не могли двигаться против них. Когда они увидели цветочных фей, готовых умереть, чтобы защитить Чутеня и Чутеня, стоящих среди цветочных фей со скрещенными руками и с гордой улыбкой на лице, эльфы почти выплеснули кровь в гневе. Этот парень явно сделал это специально, но какую магию использовал этот парень? У него на самом деле были цветочные феи, готовые умереть за него. Лулу сказала: пусть Улис отменит все обвинения в отношении Чутеня, иначе цветочные феи не позволят эльфам дотронуться ни до одного волоска Чутеня. Отменить все обвинения. Отменить все обвинения. Цветочные феи начали кричать вместе. Второй старейшина: что нам делать? Алидис не могла отступить. Эльфы уже планировали не убивать Чутеня, но они не могли этого объяснить. Что будет с гордостью эльфов, если они это сделают? Мы не можем навредить цветочным феям. Для начала мы вернемся. Эльфы были унижены, и они могли только горько вернуться назад. Глава 387. Требования компенсации. Алидис рассказала эльфам обо всем, что случилось после ее возвращения. Что? Он не придет. Эльфы были взволнованы и злы. Этот человек действительно не хочет работать с эльфами. Черт, его совершенствование было явно низким, настолько низким, что даже ребенок мог победить его, так как он мог смотреть на эльфов свысока, это было просто абсурдно. Когда эти благородные и гордые эльфы когда-либо испытывали такую ярость, у цветочных фей не было власти, но они были друзьями эльфов и давали эльфам большое количество трав и ресурсов высшего качества. Они внесли большой вклад в развитие эльфов, поэтому им приходилось дать лицо цветочным феям. Мы дружим с цветочными феями на протяжении тысячелетий, мы не можем испортить наши отношения ни в коем случае. Улис скривил брови. Я хочу знать, что произошло в садах цветочных фей, немедленно найдите цветочную фею и расспросите ее. Эльфы немедленно нашли цветочную фею. Цветочные феи также хотели разрешить недовольство Чутеня с эльфами, поэтому они все четко объяснили. Да, все должно быть так. Цветочная фея просто объяснила все. Помимо создания духовного пространства, цветочные феи также готовы создать кинотеатр. Есть несколько сестер, готовящихся отправиться в маленький город через несколько дней с Чутянем. Кинотеатры были немного связаны с духовными пространствами. Если бы цветочные феи помогли сделать их, фильмы стали бы более красивыми и изысканными в будущем. Цветочным феям очень нравились фильмы, поэтому Чутянь также отдал эту работу им. Эльфы были в шоке. Цветочные феи не покидали своих садов тысячи лет. Как они могли уйти так легко с незнакомцем? Цветочные феи были очень слабы. Разве они не знали, что делать нечто подобное было очень опасно? Улис вспыхнул в холодном поту, но он не был шокирован решением цветочных фей, скорее он был шокирован еще одним важным моментом. Вы говорите, что Чутянь взял кристалл в затерянном лесу и в тот же день создал новые технологии. Он создал что-то, что может стабилизировать иллюзии, что может вместить множество людей, и что-то, что может изменить течение времени. Верно. Все именно так. Чутянь покинул племя на несколько часов, и он определенно не знал о затерянных лесах до этого. В этой ситуации он создал новую область технологий на чистой импровизации. Был ли этот человек просто человеком? Ему удалось сотворить все эти шокирующие чудеса. Когда Алидис услышала это, она внезапно почувствовала себя немного сожалеющей. Если бы она знала, что так будет раньше, она бы согласилась с ним несколько дней назад. Она заставила бы Чутеня пообещать ей одолжение, которое принесло бы огромную пользу эльфам. Вивиан действительно не ошиблась. Знания и мудрость Чутеня превзошли эльфов по крайней мере на 100 тысяч лет. Если они будут ждать еще 10-20 лет, этот человек, скорее всего, изменит континент. Если эльфы остаются консервативными и не меняются, они будут устранены этой новой волной перемен. Цветочная фея не знала сложных чувств эльфов. Чутянь сказал, что эта область технологий должна развиваться и процветать, потому что после создания очень большого духовного мира все расы в мире смогут вступать в обмен друг с другом. Это не только сократит расстояние между людьми, но и сократит потребление энергии в мире, потребление ресурсов, остановит войны и побоища, защитит лес и окружающую среду. Эта благородная идея — не та вещь, о которой может подумать плохой человек, поэтому эльфы должны снять все обвинения в отношении Чутеня, иначе цветочные феи не позволят эльфам приблизиться к нему. Тон цветочной феи был очень твердым. В глазах цветочной феи Чутянь был не просто гением, а скорее святым, который мог спасти мир, и если бы в мире был этот человек, жизнь каждого стала бы лучше, и было бы меньше войн и смертей. Если бы эльфы хотели убить его, это было бы преступлением против всего мира.
Будь то Чутянь или эльфы, цветочные феи никогда не позволят этому случиться. Кроме того, Кинарий также согласен, цветочная фея внезапно задумалась о чем-то. Он уже принял решение, чтобы цветочные феи взяли семя древа жизни, чтобы уехать с Чутянем. Улисс снова был шокирован. Что? Зачем? Это семя древа жизни. Как его можно так просто забрать? У эльфов есть только одно семя во всем лесу хаоса. И если оно будет потеряно, что мы будем делать? Кинарий не может позволить себе такую ответственность. На континенте было более одного древа жизни. Поэтому не было единственной группы эльфов. У всех эльфов леса хаоса было только одно древнее древо жизни. И было только одно семя древа жизни, которое было передано предками, и хотя они не могут заставить его цвести, оно все равно было священным предметом для эльфов. Это семя всегда хранилось Кинарием, а цветочные феи отвечали за его взращивание, поэтому эльфы могли только пристально наблюдать за ним. Так было до сих пор. Но кто-то хотел забрать семя сейчас. Если бы оно было украдено, кто бы взял на себя ответственность за это, цветочная фея объяснила. Мы с триантами не можем найти способ взрастить древо жизни, но Чутянь сказал, что уверен в пробуждении семени, поэтому Кинарий решил позволить Чутяню попробовать. Эльфы почти потерпели крах, когда услышали это. Сколько разрушительных вещей нужно было сделать Чутяню, прежде чем он будет удовлетворен, пространственная технология и духовная технология, любая из них была глубокой технологией, которую можно было исследовать в течение нескольких тысяч лет, и теперь он говорил, что может возродить древнее семя древа жизни. Если бы он мог действительно сделать это с мудростью в голове этого человека, возможно, даже древний бог не мог сравниться. Эльфы были слишком скупы в этом вопросе. Сказала цветочная фея голосом, наполненным легкой жалобой. Разве Чутянь не просто использовал одно из бессмертных трав эльфов? Он даже не украл ее, и он погасил долг в 100 раз. Если вы и дальше продолжите заниматься этим вопросом, то эльфы действительно не оправдывают свою репутацию. В противном случае цветочные феи компенсируют эльфам несколько бессмертных трав. Это не было проблемой травы вообще. Это была просто тривиальная бессмертная трава 2-го уровня, этим эльфам было все равно. Ключом был статус людей и принцессы Вивиан, что вызвало довольно большой переполох в их племени. Люди были отвратительной расой, полной обмана. Эльфы всегда запрещали сородичам, особенно женщинам, вступать в контакт с людьми. Действия Вивиан были большим нарушением на этот раз, и она участвовала в войне людей с духовными зверями, нарушив, по крайней мере, 10 различных законов клана, так что все это стало таким большим беспорядком. Цветочные феи не знали о внешних опасностях, поэтому проблема была на их взгляд простой. Вице-спикер, что вы думаете? Другого пути нет, на этот раз мы ошиблись. Вивиан действительно нашла невероятного человека для эльфов. Улисс покачал головой. Эльфийский король всегда стремился к реформам, только консервативная фракция была слишком сильной. Это хороший шанс для эльфов, и, поскольку он наступил, мы должны ухватиться за него. Мы устроили эльфийский суд в таких масштабах, чтобы осудить человека. Боюсь, если мы его отпустим, что сделает другая сторона Совета эльфов? Они по-прежнему будут уважать ритуалы. Это просто небольшая потеря лица, не стоит упоминать. Король эльфов и я, естественно, можем помочь успокоить голоса в Совете. Если бы это было сказано, Чутянь, возможно, не поверил бы этому. Эльфийская раса была фактически разделена на реформистские и консервативные фракции. Отец Вивиан был нынешним королем эльфов и лидером реформистской фракции. Под руководством этого эльфийского короля эльфийская раса завоевала 3 города за 100 лет и увеличила свое влияние на 20%. Консервативная фракция всегда была самой сильной среди эльфов. Их представителем был спикер Совета эльфов, его влияние среди эльфов было не ниже, чем у короля эльфов. Это были по-настоящему старомодные люди, соблюдающие обычаи и этикет. Идущие против нововведений и позволяющие природе идти своим чередом. Король эльфов не мог не заботиться о своей дочери, но он также не мог вмешиваться в этот вопрос со своим статус, поэтому он послал Улисса, которому он доверял, чтобы решить все. Когда Вивиан в конце концов получит свое наказание, она будет заключена максимум на 10-20 лет, и это не будет по-настоящему серьезным наказанием. Но сейчас ситуация была иной. Улисс должен был предпринять другие действия. Он привел нескольких эльфийских старейшин и снова посетил цветочный сад. Чутянь в это время наслаждался едой, когда увидел, что пришли эльфы, мгновенно заставляя его лицо помрачнеть. Снова пришли попытаться схватить меня. Господин Чутянь, то, что произошло между нами ранее, было недоразумением. На старом лице Улисса появилась напряженная улыбка, было очень ясно, что он редко относился к такой лицемерной расе, как люди, дружелюбно, я уже все расследовал, и надеюсь, что ваше превосходительство проведет открытую и дружескую беседу с эльфами, чтобы устранить это недоразумение. Эльфы были друзьями цветочных фей.
Чутянь был также другом цветочных фей. Если эти друзья могли решить их проблему, конечно, это было очень хорошо. Лулу тут же радостно выпрыгнула. Я же говорила, что эльфы примут правильное решение. Чутянь хотел преподать урок этим благородным эльфам, но, увидев такую ситуацию, он передумал. Чутянь тоже хотел вернуться пораньше, ведь, судя по скорости эльфов, этот вопрос может быть отложен еще на 10 дней или даже полмесяца, что может повлиять на развитие комитета чудотворной торговли в лесу хаоса. И как вы думаете, что нам следует сделать? Улис увидел, что произошли благоприятные изменения, и сразу же со вздохом облегчения сказал: поскольку на этот раз все очень серьезно, нам нужно, чтобы Совет эльфов обсудил все, прежде чем принять решение. Но так как это недоразумение, поэтому Совет эльфов не будет ничего усложнять для вас. Итак, вы не против снова пойти с нами? Еще одна встреча, да вы издеваетесь, эльфы работали настолько медленно. Если бы этот вопрос был отложен еще на полгода, разве работники компании этого отца не умрут от голода? Катитесь к черту со своим эльфийским советом, глаза Чутяня загорелись, и он внезапно улыбнулся. Идти в Совет эльфов? Хорошо, я все равно думал о том, чтобы требовать компенсацию у Совета эльфов. Требовать компенсацию. Все эльфы уставились на него. Какая еще компенсация? Вы играете в дураков? Вивиан работает в комитете чудотворной торговли и подписала контракт с комитетом чудотворной торговли. Она изучила техники высшего уровня и секретные технологии комитета чудотворной торговли, но вы забрали ее и заперли на 200 лет. Чутянь сказал невежливым голосом: 200 лет. Это очень серьезно для нас, людей. Комитет чудотворной торговли понесет большие убытки из-за этого, и, по-вашему, я даже не имею права просить компенсацию. Это какую компенсацию ты хочешь? Вы должны были оценить ценность пространственных технологий, верно? Я не хочу многого, просто дайте мне 5 эльфийских городов. Улис почти выплюнул глоток крови, у эльфов не было больше 10 городов в лесу. Этот парень начал с того, что попросил 5 городов. Разве это не вопрос жизни эльфов? Чутянь бросил взгляд на эльфов и был недоволен их выражениями. Разве эльфы не защищают справедливость? Вивиан постигла пространственную технологию, и хотя для меня это всего ничего, ее ценность не может сравниться с 5 небольшими городами. Я несу огромную потерю здесь. Вы заключаете сделку, и вы все еще хотите сжечь мост? Это та самая справедливость, которую постоянно пропагандируют эльфы. Эльфы шептались друг с другом. Улис вытер пот и сказал: эльфы не могут позволить себе такую компенсацию, не говоря уже о том, что наказание Вивиан все еще ждет обсуждения, так что мне все равно. Вы потратили впустую столько дней моего времени из-за недоразумения, вы должны дать мне небольшую компенсацию, верно? Чутянь продолжал говорить необоснованным образом. Я не хочу много, всего 100 тысяч высококачественных камней будет достаточно. Вены выскочили на лбу Улиса. Все эльфы были очень бедны, где им взять 100 тысяч высококачественных камней? Этот парень был слишком безумным. Нет, они не могли вернуть его. Если этот парень пойдет в совет, он наверняка вызовет хаос среди эльфов. Глава 388. Безопасное возвращение. Чутянь назначил такую большую цену, чтобы напугать их. Эльфы были строгой и серьезной расой, поэтому, если этот человек обратится с просьбой о компенсации в Совет эльфов, они должны будут принять ее. Этот человек был очень красноречив, а эльфы были очень простыми в мышлении. Даже если эльфы не могут заплатить эту цену, они все равно понесли бы огромные потери. Всего за короткий день он получил поддержку цветочных фей, и Кинарий поручил ему важную задачу. Если добавить, что его личность и способности были непростыми, даже если эльфы злились, они не осмеливались идти против него. Они не могли привести его на совет, чтобы вызвать проблемы, от провоцирования этой группы старых эльфов не было никакой выгоды. Улис стер свой пот, совет эльфов занят решением дел для племени, поэтому даже если вы попросите компенсацию, тем более такую большую и сложную, на это уйдет не менее 10-20 лет. Мы, эльфы, можем подождать, но для вас, людей, это очень долго. Как насчет того, чтобы вы вернулись для начала, и мы поговорим о вопросе компенсации позже? Чутянь вообще не хотел компенсации. Хотя эльфы леса хаоса не уступали воюющему королевству в плане силы, у них была жалкая экономика, так как эльфы не вели бизнеса на континенте. Таким образом, без каких-либо товаров для продажи, небольшое и закрытое сообщество было самостоятельным. Проще говоря, эльфы были очень бедны. Что ж, в таком случае я вернусь первым. Чутянь поставил условие, но сначала вы должны вернуть мне моего рабочего Вивиан, иначе я не уйду. Вивиан была единственным пространственным инженером комитета чудотворной торговли. Теперь им нужно было использовать космический склад, и одного космического склада было недостаточно.
Если Вивиан будет закрыта эльфами в течение года или около того, скорость развития Комитета чудотворной торговли будет замедлена, и Чутянь не мог принять этого. Улис и другие эльфы обсуждали этот вопрос. Исходя из этой ситуации, насильственное задержание Вивиан не принесло эльфам никакой пользы. Лучше позволить Вивиан остаться рядом с Чутянем и продолжить изучать пространственные технологии. Это может помешать этому идущему против небес Чутяню найти причину и устроить беспорядок, а также это позволит эльфам освоить передовые пространственные технологии, что можно считать убийством двух зайцев одним выстрелом. Хотя это нарушало правила клана, и Совет не смог избежать словесной битвы, но с этими очевидными преимуществами он мог все объяснить. Улис только кивнул. «Хорошо, мы позволим Вивиан остаться в маленьком городе Олдман, чтобы дождаться своего суда». Чутянь облегченно вздохнул. Наконец он мог покинуть руки эльфов. На самом деле, эльфы были одной из самых простых рас на континенте. Если за ним придут духовные звери, как они могут потратить столько слов, чтобы поймать его? Они бы убили Чутяня в маленьком городке, а затем разграбили бы его, попутно убивая всех, кто попадется на их пути. Как мог Чутянь дожить до этого момента? Но все-таки эльфы были предыдущей сильнейшей расой на континенте и по-прежнему одной из крупнейших рас на континенте. Эта раса все еще имела свои хорошие черты. По крайней мере, сотрудничество с эльфами означало, что ему не нужно быть вечно настороже, как в работе с людьми. Большой брат Чутянь. Когда Вивиан вышла на улицу, она сразу же взволнованно вскрикнула, а затем бросилась к Чутяню, чтобы крепко его обнять. Когда она услышала, что эльфы уже закончили беседу с Чутянем и даже согласились позволить Вивиан вернуться в Олдман, Вивиан была полна счастья и волнения. Она волновалась, что противоречие Чутяня с членами ее клана не может быть разрешено, поэтому Вивиан будет очень неловко выбирать, на какую сторону встать. Если эльфы были готовы принять Чутяня и сотрудничать с ним, это было бы хорошо как для эльфов, так и для Чутяня. Потому что по сравнению с другими силами в лесу хаоса эльфы были определенно одними из самых надежных. «Мы возвращаемся». Вивиан сказала: «Я не хочу оставаться здесь ни секунды». «Не торопись», — сказал Чутянь. «Давай сначала сделаем здесь космический склад, чтобы упростить транспортировку предметов из затерянного леса». Когда эльфы племени Дерева Жизни узнали, что Чутянь хочет создать здесь космический склад, все они были взволнованы, особенно эльфийские дети. Навыки и действия Чутяня уже распространились по всему племени, поэтому все эльфы знали, что это за предмет — космический склад. Если у племени Древа Жизни может быть космический склад, то смогут ли они мгновенно получать удивительные продукты Комитета чудотворной торговли, магнитные звуковые устройства, проигрыватель, вкусные консервы и многое другое? Эльфы не могли покинуть свое племя из-за правил, но они могли бы наслаждаться всеми этими занимательными вещами прямо здесь. Для эльфов племени Древа Жизни это было определенно великим делом. У Комитета чудотворной торговли был только один космический склад, которым они могли свободно пользоваться. Этот космический склад принадлежал Комитету чудотворной торговли и, естественно, не мог быть открыт другими. Однако, прежде чем Вивиан вернулась в эльфийское племя, она уже собиралась сделать второй космический склад. Объем этого нового пространства был примерно таким же, как и у первого космического склада. Хотя пространство не было перестроено и выглядело как неправильный пирог, оно уже было отмечено. Вивиан немедленно начала собирать массив призыва космического склада и достала несколько энергетических столбов, поэтому космический склад мог быть открыт только с этим. Несмотря на то, что он не был реструктурирован, Вивиан могла медленно завершить его в лаборатории после возвращения в маленький город. Через 3 дня космический склад был официально завершён. Этот космический склад будет использоваться Комитетом чудотворной торговли для транспортировки предметов из затерянного леса. Хотя, формально, он был сделан для Комитета чудотворной торговли. Если эльфы, цветочные феи или трианты нуждались в чем-то, Чутянь не возражал передать несколько вещей для них. Эльфы окружили их и приветствовали. С этим массивом эльфы могли наслаждаться удобствами, которые давал космический склад. Поэтому большая группа детей окружила Вивиан и попросила принцессу Вивиан привезти подарки, когда она вернется. Вы все можете быть уверены, я не забуду об этом. Вивиан махнула рукой очень энергично. Я обязательно пошлю много интересных вещей для всех. Когда маленькая принцесса дала это обещание, эльфы ушли уверенным образом. В это время был отправлен первый мешок собранных кристаллов. Они были брошены в космический склад вместе с драгоценными подарками, которые цветочные феи подарили Чутяню. Когда все было сделано, они могли уйти. Если Вивиан использует свои пространственные силы, не взяв с собой слишком много людей, она могла бы добраться до Олдман всего за час. Однако, кроме Чутяня, теперь было несколько десятков цветочных фей, которые возвращались с ними.
У Вивиан не было возможности взять всех этих людей вместе с ней, используя ее пространственные способности, поэтому она попросила нескольких летающих лошадей из племени эльфов и направила всех в сторону Олдмана. Всем пока. Я обязательно отправлю много интересных вещей для всех вас. Вивиан улыбнулась, махнув эльфом, и у эльфийских старейшин были странные выражения. Принцесса Вивиан нарушила серьезное правило клана, и человек нарушил одно из табу эльфов, но вместо этого они не понесли никаких последствий и были отправлены обратно. Каким последствиям это приведет? Если бы этот вопрос распространился через лес, это оказало бы неблагоприятное влияние на эльфов. Возможно, более мятежные и любопытные эльфы тайно сбегут в скором времени. Это наверняка вызовет хаос среди эльфов. У Улисса сейчас не было другого выбора, ему нужно было подумать, как поступить со стариками в совете. Когда Вивиан покинула эльфийское племя, она почувствовала, что ее тело расслабилось. Как будто несколько цепей было снято с ее тела, и она почувствовала беспрецедентную свободу. Такое чувство было замечательным. Вивиан никогда не думала, что со всеми этими проблемами можно так легко позаботиться. Эльфы не смели недооценивать Чутяня, так как трианты доверили Чутяню важное задание, и он даже установил дружеские отношения с цветочными феями и эльфами. Теперь, когда у Комитета чудотворной торговли был большой шанс сотрудничать с эльфами, именно этого Вивиан и хотела увидеть больше всего. Если бы эльфы могли впитать мудрость Чутяня, они бы точно стали сильнее. Через целый день они прибыли в каньон Олдмана, где находился маленький городок. В течение более 10 дней казалось, что в Олдмане не происходило ничего серьезного, и казалось, что все в порядке. В конце концов, здесь находилось более 1000 эльфийских элитных солдат, а боевая сила этих эльфов не была обычной силой. Как обычные местные жители смели их провоцировать, эльфийская армия была устроена для охраны Олдмана. Пробыв здесь все эти дни, было неизбежно, что они будут покупать товары в городе. Наконец, эльфы заглянули внутрь города, и их привлекла странность маленького городка. Через несколько дней у каждого из эльфов был магнитный звуковой проигрыватель, и они каждый день слушали трансляции людей. Более того, в кинотеатре маленького города Олдман начали показывать фильмы, которые вызвали интерес у эльфов. Они постепенно перешли от пребывания в каньоне к медленному блужданию по городу, прежде чем наконец-то начали жили в маленьком городке. Большинству из этих 1000 эльфов из племени Древа Жизни было в основном около 200 лет. До этого они не уходили далеко от своего племени, так как же они могли противостоять соблазну комитетов чудотворной торговли, музыка и истории из человеческих трансляций, прекрасные сюжеты из человеческих фильмов и вкусная пища, приготовленная людьми, все это им очень понравилось. Это позволило этим эльфам, которые были заперты в течение более 100 лет, почувствовать, что мир был довольно красив. Их члены клана были заперты в маленьком месте, и их жизни были слишком скучными. У этих эльфов даже появилась новая мысль. Как было бы здорово, если бы они могли охранять это место. В это время принцесса Вивиан вернулась. Вивиан раскрыла знак великого старейшины, чтобы объявить, что с этого дня более 1000 охранников будут отвечать за защиту принцессы Вивиан. Это также означало, что с этого дня этой эльфийской армией управляла принцесса Вивиан. Эльфы были очень шокированы, потому что они не знали, что случилось. Принцесса Вивиан вернулась в племя, но она вернулась, словно ничего не произошло, и ей даже дали командование целой армией. Что происходит, но несмотря ни на что, возможность остаться в городе Олдман была для них очень приятной вещью. Глава 389. Великолепные результаты. Все высокопоставленные члены Комитета чудотворной торговли прибыли. Лидером была необыкновенная девушка в белой одежде с великолепной фигурой и красивой внешностью. Она была словно богиня, не принадлежащая этому смертному миру. Если это была не заместитель председателя Комитета чудотворной торговли Мэн Цину, то кто это еще мог быть? Узнав, что Чутяня и Вивиан забрали, она сразу же привела 3000 недавно обученных варварских солдат в каньон Олдмана. Город был на грани распада. Этот недавно сформированный нестабильный альянс почти распался, но эта молодая мисс быстро стабилизировала ситуацию. Управленческие способности Мэн Цин убыли вне всякого сомнения. Вернувшись в маленький город, Чутянь был потрясен, обнаружив, что в городе не было никаких признаков упадка, скорее он был еще более процветающим по сравнению с предыдущим. После того, как Мэн Цин успокоила всех, она немедленно пересмотрела плохо отработанные части системы маленького города, и маленький город стал более упорядоченным. Мэн ударила Чутяня в грудь. «Почему ты так долго возвращался? Я думала, что ты был заперт эльфами, и уже была готова вести людей, чтобы спасти тебя. Я ничего не могу поделать, я слишком красив. Когда я пошел в племя эльфов, бесчисленные эльфийские девушки попросили меня жениться на них. Чтобы убежать, потребовалось много моральной целостности и умственной силы.
Лицо Чутяня было таким же толстым, как и городская стена. Видишь, даже маленькие цветочные феи не могут устоять перед моим обаянием. Разве они не последовали за мной? Чертов нарцисс. Ты поистине бесстыден. Сказала яростно Мэн-Ин. Если бы я была эльфом, я бы связала тебя и хорошенько проучила. Хотела бы я посмотреть, будешь ли ты тогда все еще так красноречив. Ва. Так безжалостно. Эту маленькую девочку, кажется, давно никто не дразнил. Выражение Мэн Цин не изменилось, но было видно, что ее беспокойство было не меньше, чем у ее младшей сестры в течение последних нескольких дней. Что произошло за последние несколько дней? Почему эльфы позволили тебе вернуться? Они ничего тебе не сделали. Эльфы ничего не сделали мне, вместо этого я заработал немало выгод. Обе сестры очень четко понимали, что за человек Чутянь. Подобные вещи происходили с ним совсем нередко. Но после четкого выяснения деталей они были шокированы удачей Чутяня, особенно в том, что касается создания союза с цветочными феями, а также развития духовных технологий. Все это сделало двух сестер очень потрясенными. Хотя они не понимали цветочных фей, когда они увидели этих прелестных созданий, которые выглядели такими маленькими и милыми, они были немедленно очарованы. «Добро пожаловать в наш маленький городок», — счастливо сказала Мэн-Ин перед цветочными феями. Почему они выглядят очень уставшими? Духовная энергия здесь была относительно тонкой. Цветочные феи были росой, которая имела долгую жизнь и никогда не умирала, но это не означало, что их тела были сильными. На самом деле, они были очень чувствительны к своему окружению, поэтому, когда они прибыли в место с низкой концентрацией духовной энергии, на которой они полагались, они почувствовали себя очень слабыми. Однако Чутянь уже придумал хороший метод. Чутянь создал массив духовной энергии и использовал драгоценные травы, привезенные цветочными феями, чтобы создать для них новый сад. Цветочные феи могли восстановить свою энергию и передвигаться, как обычно, в маленьком городке. После размещения цветочных фей Чутянь встретился с членами высокого уровня. Сначала он изучил состояние каждого человека и его совершенствование. Совершенствование Чутяня было первым, уже достигшим 9-го слоя пробужденной души. Он мог легко победить врагов в пиковом 9-м слое пробужденной души и с вероятностью выше 50% сразиться с экспертом 1-го слоя истинного духа. Хотя другие тоже не были медленными. Совершенствование Нангунь Юнь было самым быстрым, уже достигнув 8-го слоя пробужденной души. Сестры Мэн прорвались в 7-й слой пробужденной души. Чэнь Бинву и Дун Фан Харан все еще находились в узком месте на пике 9-го слоя пробужденной души, но они были почти на грани с царством истинного духа. Чутянь чувствовал себя вполне счастливым. Повышение квалификации каждого было неплохим результатом, но в таком месте, как лес хаоса, было слишком много проблем только с этой силой, и они все еще ничего не могли сделать. В конце концов, лес хаоса не мог сравниться с южной летней страной, здесь было много экспертов царства истинного духа. Было даже немного неизвестных экспертов царства истинного духа и выше. Комитет чудотворной торговли не может обойтись без привлечения нескольких экспертов в области царства истинного духа. Они не могли рассчитывать только на Вивиан, верно? Вивиан была способна атаковать лидера, но на действительно большом поле боя у нее не было способа атаковать, потому что ее пространственные атаки потребляли слишком много духовной энергии. Итак, Чутянь поставил перед собой цель. Сначала он использует богатые ресурсы Комитета чудотворной торговли, чтобы позволить силе каждого сделать шаг вперед. Если бы сила Комитета чудотворной торговли увеличится, у них была бы уверенность в создании базы в лесу, это было не очень сложно, если считать, насколько богатым был Комитет чудотворной торговли. Когда они были еще в южной летней стране, у них уже было достаточно ресурсов, чтобы вырастить нескольких экспертов царства истинного духа. Теперь, когда они прибыли в лес хаоса и управляли маленьким городком в течение месяца, они накопили более 1000 священных трав 2-го уровня. Возможно, даже сокровищница южной летней страны не могла сравниться с ними. Не говоря уже о сказочном вине. Чутянь приобрел немного сказочного вина, чтобы подготовиться к прорыву всех застрявших в узком месте царства истинного духа. Добавив в поддержку эффект цветочных фей, нужно ли было беспокоиться, что они не смогут прорваться, Чутянь сделал то, что сказал, сразу же подняв все силы. Через несколько дней молодая мисс Ин Юнь Яо и Фэн Кейди поднялись на 2 уровня, достигнув 8-го слоя пробужденной души. Нангунь Юнь достигла пика 8-го слоя пробужденной души и собиралась прорваться в 9-й слой пробужденной души. Чэнь Бинву и Дун Фан Харан были людьми, которым уделялось особое внимание. Чутянь не только очистил для них несколько священных пилюль, он даже приготовил для них порцию сказочного вина и цветочную фею, чтобы они могли пробиться через трудное узкое место. 2 из них были теперь в закрытом культивировании, и Чутянь был уверен на 80%, что они добьются успеха. Сила каждого быстро росла.
С текущей скоростью, всего через месяц или два, все эти высокопоставленные члены достигнут царства истинного духа. Тогда Комитет чудотворной торговли сможет по-настоящему поучаствовать в настоящей битве с лесом хаоса против сотен рас. Когда Чутянь закончил свою работу и был готов расслабиться, Мэн Цину внезапно пришла, чтобы найти его. «У меня есть кое-что, что я хочу дать тебе. Возможно, это будет то, что может тебе помочь». Молодая мисс хотела что-то мне дать, это действительно редкость. Молодая мисс вынула длинный клинок в ножнах и держала его перед Чутянем. Чутянь был ошеломлен на некоторое время, когда почувствовал сильную ауру, которую содержало оружие. Этот клинок — оружие эксперта истинного духа боевых гончих. Этот клинок пламени пустоты является оружием Малима. Судя по полученной мной информации, это подлинное оружие контракта души, и это унаследованное сокровище племени адской песни. Я хотела найти подходящего человека, чтобы использовать это драгоценное оружие, но я еще никого не нашла. Однако после того, как клинок был отправлен в лабораторию, мы обнаружили непростую энергию пламени в клинке, и я подумала, что это может помочь твоей технике совершенствования. Что? Мне нужно проверить. Чутянь взял клинок пламени пустоты, одновременно вытаскивая меч пустоты. Когда он осторожно коснулся оружия, хотя он не выпустил никакой духовной энергии, мечи испускали рев там, где касались. Они оба высвободили свои силы и попытались поглотить друг друга. Как будто между ними была глубокая ненависть, и они хотели сожрать своего заклятого врага. Как и ожидалось, пламя пустоты и меч пустоты были очень похожи. Дух оружия пламени пустоты также был создан из врожденного духового пламени. Если он угадал правильно, это должно быть пламя темного духа. Пламя темного духа не было ниже пламени пустоты. Пламя темного духа было природным пламенем, которое родилось из темной среды, а пламя пустоты было природным пламенем, рожденным из энергии смерти. Хотя была разница, они были одного вида и подчинялись закону джунглей. Судя по характеристикам касания лезвий, Чутянь мог сделать анализ. Сила пламени пустоты и меча пустоты не сильно различалась, и если бы одна сторона могла проглотить другую, это заставило бы их силу многократно увеличиться. Отлично. Юная мисс, вы подарили этот подарок как раз в нужное время. Чутянь быстро выразил свою благодарность. Не говоря ни слова, он немедленно ушел в закрытое совершенствование. Техника совершенствования Чутяня достигла узкого места, и он некоторое время не прогрессировал. Было очень трудно найти подходящие материалы для меча пустоты в царстве большого успеха. Чутянь никогда не думал, что он найдет что-то, что может повысить его уровень так скоро. Чутянь нашел в каньоне тихую пещеру. Он поднял один клинок и один меч в руках, когда начал совершенствоваться. Меч и клинок были сильным оружием, кто в конце концов кого проглотит, Чутянь никогда бы не подумал, что, когда оружия будут перемещены и внезапно соприкоснутся, мгновенно появятся сине-белые языки пламени и фиолетово-черные языки пламени. Они сражались друг с другом и сталкивались несколько раз каждую секунду. Окружающие каменные стены рухнули, и большое количество камней упало, словно при землетрясении. Такая мощная сила. Если бы он не достиг 9-го слоя пробужденной души, Чутянь действительно не смог бы это контролировать. Два вида пламени были равны, но после столь долгой борьбы пламя пустоты медленно побеждало. Если бы это было обычное пламя пустоты, пламя темного духа не боялось бы. Обе стороны были одинакового уровня, поэтому неизвестно, кто будет устранен. Пламя пустоты Чутяня не было простым. Это пламя пустоты не только культивировалось в призрачного короля в течение 1000 лет и приобрело духовную природу, оно также поглотило зеленое пламя бездны у демона пламени преисподней, поэтому оно также имело бездонную природу. Духовное пламя может даже трансформироваться в человеческую форму. Будь то природа или разум, он намного превосходил пламя темного духа. В конце концов, клинок пламени пустоты больше не мог сопротивляться, и когда он был поглощен мечом пустоты, он издал щелкающий звук. Чутянь отбросил клинок пламени пустоты, который раскололся надвое, и посмотрел только на пурпурные, черные, синие и белые огни на мече пустоты. После того, как меч пустоты поглотил силу клинка пламени пустоты, он поднял уровень духовной силы оружия. В конце концов, он достиг границы, но не остановился, так как прямо прорвался вперед, Хонг, гора начала дрожать. Внезапное волшебное свечение прорвалось в небо. Чутянь чувствовал, что духовная сила оружия пустоты на самом деле достигла царства истинного духа, а это значит, что уровень меча пустоты также увеличился. Первоначально это было оружие контракта души 2-го уровня, но теперь это было оружие контракта души 3-го уровня, непосредственно становящееся оружием контракта души 3-го высшего уровня. Оружие также может увеличивать уровни. На континенте никогда не было кузнеца, который слышал бы об этом раньше. Тем не менее, меч пустоты уже представлял собой высокоуровневое оружие контракта души 3-го уровня, только он слишком долго находился в древней гробнице из 10 000 трупов, поэтому он был ослаблен. Только теперь он восстановил свою силу.
Не говоря уже о том, что пламя мира пустоты взращивалось в призрачного короля в течение 1000 лет, оно поглотило зеленое пламя бездны у демона пламени преисподней, а затем поглотило тысячелетнее пламя темного духа в клинке пламени пустоты. Его нынешний потенциал намного превзошел тот, что был раньше, поэтому, возможно, он скоро будет развиваться. Когда меч пустоты поглощал силу пламени темного духа, он мгновенно превращал ее в духовную энергию, которая проникала в тело Чутяня. Это позволило Чутяню перейти с 9-го слоя пробужденной души на пик 9-го слоя пробужденной души, но это было не самым важным. Самым важным было то, что меч пустоты прошел через царство большого успеха и достиг самого высокого царства совершенствования. Этот меч, как произведение искусства, был доведен Чутянем до совершенства. Глава 390. Столкновение с неприятностями. Внезапно была выпущена атака меча. Подобно прорезанию тофу, он мгновенно создал большой след от меча в каньоне. В тот момент, когда деревья и растения были поражены меча, они превратились в порошок. Пламя, испускаемое меча, мгновенно покрыло большую площадь, тепла не было, но камни были расплавлены. Наконец они превратились в пыль, которая была унесена ветром. У Чутяня было приятное удивление, увидев это. Должно быть известно, что его меч пустоты вообще не двигался, это было просто основано на том, что он выпустил свой духовный источник. Просто махнув рукой, чтобы выпустить сильную меча, у него действительно была такая сила, был ли это эффект от обучения искусству меча в царстве совершенства? Не говоря уже о удвоенной силе его меча, он без приписываемого огнем источника духа мог фактически использовать силу пламени пустоты в своих атаках. В некотором смысле, пламя пустоты вошло в источник духа меча Чутяня и напрямую объединилось с его источником духа. Таким образом, его зависимость от оружия была не такой сильной, как раньше. Даже с пустыми руками он все еще мог использовать пламя пустоты, и эффект меча пустоты был увеличен еще больше. Неплохо. Это древнее искусство меча постоянно менялось и становилось все более и более полным. Он сам достиг пика 9-го слоя пробужденной души, но не знал, насколько он силен. Он действительно хотел найти кого-то, чтобы испытать свои силы. Чутянь покачал головой, вернул меч в ножны и прыгнул в каньон. В маленьком городке молодая мисс присутствовала на собрании старейшин гномов. На этой встрече присутствовали старейшины гномов, люди из комитета чудотворной торговли и несколько эльфов. Чутянь вернулся как раз вовремя, потому что в маленьком городке в настоящее время происходит принятие важного решения. Мы рассмотрели все, и у эльфов достаточно квалификации. Глава гномов встал, чтобы сделать объявление. Теперь мы официально позволим эльфам присоединиться к Олдману. Ура! Вивиан заставила эльфов ликовать. Вице-мэр Мэн Цин сказала: эльфы официально входят в Олдман, и согласно оценке боевой мощи эльфов, эльфы будут владеть 15% Олдмана. Эльфийская армия будет объединена и не смешана с другими командами. Вивиан возглавит их для обеспечения безопасности и порядка в городе. Эльфы были очень довольны этим решением. Теперь, когда система маленького города Олдман была установлена, любая власть в лесу могла присоединиться к городу. Но они не могли присоединиться, когда хотели, они должны были быть одобрены старейшинами гномов, прежде чем члены Олдмана могли проголосовать, чтобы принять их или нет. Поскольку комитет чудотворной торговли владел более 50% акций в Олдмане, до тех пор, пока не соглашались после того, как гномы одобрили их, они могли присоединиться. Комитет чудотворной торговли мог соглашаться или не соглашаться, и этот двойной обзор мог исключать любые плохие намерения, прекратив любое влияние на баланс города. У мэра был полный контроль над армией. В настоящее время в Олдмане насчитывается более 6000 берсерков, что позволяет комитету чудотворной торговли править Олдманом. С подавлением этой армии другие силы не смели создавать хаос. Когда пришли эльфы, они сразу получили 20% акций, поэтому акции комитета чудотворной торговли упали до 50%. Это ясно показало, что эльфийская армия была очень сильной, даже превосходила армию берсерков. Эльфы привезли единорогов, и они были очень сильны. Сами единороги считались довольно высокого уровня среди демонов. Сила этих 1000 эльфов может сравниться с 2000 берсерков. Эти эльфы были во главе с Вивиан, поэтому они тайно контролировались комитетом чудотворной торговли. Они помогли укрепить контроль комитета чудотворной торговли над Олдманом и ослабить контроль других партнеров. У других рас не было никаких жалоб вообще. Это произошло потому, что они вошли в город Олдмана главным образом за право торговаться с Олдманом, они вовсе не хотели контролировать город. Затем эльфы были одной из крупных рас в лесу хаоса. Смеют ли эти окружающие расы их провоцировать? Благодаря союзу с эльфами город стал намного безопаснее, не было никакого смысла в нападении или захвата маленького города. Дружеское отношение привело к получению прибыли, что означает долгосрочную взаимную выгоду, это был путь короля.
Но хотя это было так, чтобы получить больше преимуществ и избежать постепенной потери позиций, кланы приняли решение, что они отправят больше воинов. В конце концов, Олдман отвечал за помощь своим союзникам, поэтому отправка большего количества войск сэкономила бы им много сил. Эльфы увеличили популярность маленького города и имели важное значение для него. Из-за множества рас в лесу репутация эльфов, несомненно, была лучшей. Слабые племена и нерешительные племена теперь считали, что город Олдман безопасен, поэтому они решили поселиться в нем или вести там бизнес. Разве их популярность не увеличивалась с каждым днем, Мэн Цин проводила исследования, и маленький город Олдман развивался очень быстро. Они могли бы удвоить или утроить свое население всего за 3 месяца, и они могли сформировать полноценный город за год. Они могут стать торговым центром, контролируемым армией Альянса. С огромным потенциалом Олдмана, естественно, Комитет чудотворной торговли инвестировал еще больше средств. Они создали магазины пилюль, магазины талисманов, театры и рестораны по всему городу. Продукты Комитета чудотворной торговли были хорошего качества, по хорошей цене, в достаточном количестве и могли быть быстро доставлены. Они создали хорошую репутацию среди местных жителей. Как только эта хорошая репутация была установлена, они распространялись очень быстро. Люди приносили хорошие материалы для продажи в Олдман, а также приходили в Олдман, если им нужно было что-то купить. Комитет чудотворной торговли стал их единственным выбором. Чу Тянь, Мэн и Навивиан, компания, которая впервые прибыла в Олдман и была основателями, почувствовала чувство успеха, наблюдая, как их детище развивается день ото дня. Такую оживленную сцену обычно можно было увидеть только в больших городах, но на самом деле она появилась в маленьком городке на краю леса Хаоса и была достигнута за короткий промежуток времени. В лесу Хаоса это считалось чудом, им действительно было чем гордиться. Чу Тянь. Мэн быстро подбежала. «Наш сад закончен, иди и посмотри». Мэн схватила Чу Тяня и повел его в скрытую долину. Эта небольшая долина была задним двором маленького города. Чу Тянь лично выбрал эту закрытую среду. Вокруг не было дорог, и из маленького городка шел только секретный проход. Это место было небольшим, но здесь было много пышных и больших деревьев, которые полностью покрывали горы и небо. Чу Тянь организовал сбор духовной энергии, для этого посадил в долине много драгоценных растений, особенно различные священные травы, а также несколько полу бессмертных трав. Наконец он поместил в качестве защиты массив укрытия и иллюзий, превратив это место во временную резиденцию цветочных фей. По сравнению с оживленным городком, маленькая долина была похожа на другой мир. Здесь было тихое, мирное, наполнено цветами и свежим воздухом место. Чу Тянь держал маленькую руку Мэн, когда они прибыли на мягкую лужайку. Они были окружены цветущими цветами и прибыли в место, похожее на рай, уединенный от мира. «Лулу, как вы, ребята?» Цветочные феи резвились вокруг цветов и трав. Здесь были установлены проигрыватели видеодисков и радио, поэтому цветочные феи могли смотреть фильмы и слушать различные виды музыки и программ. Когда Лулу увидела Чу Тяня, она сразу же радостно вылетела. Мы все в полном порядке. Спасибо за создание нового дома для цветочных фей. Это было не все для цветочных фей. Комитет чудотворной торговли приобрел много новых священных трав, и если они будут хранить их, травы потеряют свою эффективность. Теперь они посадили эти травы и предоставили цветочным феям новую среду обитания, и цветочные феи также помогли бы контролировать их рост. Надо было знать, что священные травы предъявляли очень жесткие требования к растущей среде. Уровень выживания священных трав для людей был очень низким, и только прирожденные садоводы, такие как цветочные феи, могли гарантировать выживание этих священных трав. Это гарантирует, что ресурсы Комитета чудотворной торговли не будут потрачены впустую. Мэн очень понравилась эта ароматная маленькая долина, наполненная цветами. Она глубоко вздохнула. Это действительно слишком красиво. Это все еще нуждалось в оценке, это мой шедевр, Чу Тянь намеренно сказал скромным голосом. Что это значит? Если бы ты погуляла в цветочном саду фей, ты бы знала, что называется прекрасным. Мэн был полна тоски, правда. Цветочный сад, безусловно, самое красивое место в мире, и мы приветствуем Ин в качестве гостя в любое время. Лулу тепло пригласила Мэн, одновременно вздыхая с эмоциями. Мы никогда не покидали цветочный сад раньше, и мы наконец-то узнали, насколько это важно для цветочных фей. Если нет леса или сада, цветочные феи не смогут выжить. Верно. Если мы покинем лес, наши тела высохнут. Мы должны должным образом защитить наш лес. Почему план духовного домена Чу Тяня еще не начался? Опыт долгого путешествия цветочных фей заставил их вздохнуть. Они осознали важность окружающей среды для цветочных фей, поэтому, прежде чем Чу Тянь успел даже заговорить, они решили начать план духовного домена. Это был хороший настрой. Не надо спешить.
Что касается духовных технологий, нам нужно медленно начинать с нуля. Сначала я должен обучить Ин и молодую мисс этим технологиям. Чутянь не имел времени обучать каждую цветочную фею одну за другой. В конце концов, фонд цветочных фей был довольно слаб, и они совсем не понимали массивы. Вместо этого он мог научить этих академически сильных сестер. Когда придет время, Ин будет ответственна за то, чтобы возглавить цветочных фей для создания духовной лаборатории. Мэн Ин высоко подняла грудь. Она почти стала маленькой помощницей, умелой во всем. Благодаря зеркальному духу источника Мэн Ин могла получать различные атрибуты. Она могла помочь Вивиан с пространственной лабораторией и помочь цветочным феям с духовной лабораторией. Способность Мэн Цин к обучению была очень сильной, но у ее источника духа не было никаких атрибутов. Мало того, что она не имела боевой силы, она не имела никаких навыков поддержки. Она могла оказывать поддержку только в формах теории и не могла участвовать во всем, как ее маленькая сестра. Мэн Ин думала в своем сердце. Теперь я могу считаться наполовину учеником Чутеня, верно? В конце концов, Мэн Ин была тем, кто изучил большую часть знаний Чутеня. Это произошло не только из-за особого врожденного таланта Мэн Ин, но и потому, что Мэн Ин был человеком, которому Чутянь доверял больше всего. Когда Мэн Ин думал об этом, ее сердце наполнилось счастьем. Будучи способной помочь работе Чутеня, она осознавала свою ценность. Для создания духовной лаборатории было положено начало. Мэн Ин была готова поиграть с Чутянем в долине, когда она услышала устройство связи в нагрудном кольце Чутеня. Что происходит? На самом деле кто-то осмелился побеспокоить свидание этого отца. Чутянь взял устройство связи и нажал на него несколько подавленным образом. Голос Нангунь Юнь неожиданно донесся из устройства. «Босс, это плохо». Кто-то пришел, вызвав неприятности, и на 2 отряда напали, что привело к серьезным жертвам. «Быстро придите и посмотрите». Лицо Чутеня изменилось, когда он услышал это. На этот раз это было не его рук дело, так что это действительно была настоящая проблема. Это было не странно. Олдман развивался быстро, не было ничего невозможного. В конце концов, это был лес хаоса, но он никогда не думал, что неприятности появятся так быстро. Идем. Мэн Ин была полна сожаления. Было очень трудно пригласить Чутеня поиграть, и теперь их вызвали еще до того, как она начала.